Всем привет! На борту космолета в очередной раз я, то бишь Алексей. И сегодня мы с вами немножко поговорим на тему, которая находится на стыке психиатрии, хотел сказать психологии, и неврологии. Хотя, может быть, и психологии тоже, но главным образом нашей психологии, как работников скорой медицинской помощи. И сегодня мы поговорим про деменцию, про дементоров, про то, что это такое, как оно бывает. Что с этим делать, мы особо говорить не будем. И тем не менее, что с этим делать работнику скорой помощи? Как с этим быть, мы этой темы обязательно сегодня коснемся. Итак, на ПроСМП деменция. Поехали. Итак, для того, чтобы начать такой непростой разговор, нужно пару слов вообще сказать о высших психических функциях. Это важно для дальнейшего понимания. Итак, высшие — это те, которые высоко. Они считаются условно, конечно, наиболее сложными. Память, речевые способности, праксис — это навыки целенаправленной двигательной активности. Гнозис — это способность синтезировать ощущения в образы. Интеллект, IQ — это способность познания мира, основанная на способностях к обобщению, абстрагированию. Внимание! Оно бывает непроизвольное и произвольное. И все эти опции, они у нас не врожденные, они приобретаются с верою. И не только, еще и со временем. Итак, структура. Есть несколько теорий по структуре этих самых функций. На самом деле их очень много. Мы коснемся двух. Обе теории очень интересные, и об одной из них, в принципе, можно даже снять отдельный ролик когда-нибудь потом. Итак, теория Лурия. Он выделяет три функциональных блока. Блок первый. Он обеспечивает напряженность и устойчивость внимания. В него входит восходящая часть ретикулярной формации, вспоминаем анатомию, ядра таламуса, гиппокамп. Если этот блок разваливается и не работает, для усвоения той же информации, что и раньше, нам требуется гораздо больше времени. Второй блок — это прием, хранение, обработка информации. При патологии этого блока страдает, понятно, прежде всего память, способность к гнозису, восприятие сложных образов. В блок условно подчеркну, входит теменная, височная, затылочная коры головного мозга. Третий блок — это про цели и планирование, инфо-цыганский блок. Он думает и богатеет. Там живет Кийосаки и ворует ваши деньги на свои книжки. Патология этого блока ведет к нищете, шутка, к психической инактивности. Правда. Мне, честно говоря, больше нравится модель Дэниела Канемана, лауреата, кстати, Нобелевской премии. Он выделяет медленное мышление и быстрое мышление, не вдаваясь, по сути, в анатомию. Однако именно его модель объясняет очень многие когнитивные искажения. И если очень кратко, то у нас есть быстрая система в голове, умеющая принимать мгновенные решения, моментально оценивать, и медленная, которую мы, собственно, осознаем. Это наше условно сознание. Однако быстрое очень сильно на медленную влияет. Таким образом, часто ситуация, когда наши решения, которые нам кажутся осознанными, отнюдь неосознанно и неразумно. И да, теперь вы можете говорить, что это не вы купили черную икру вместо трусов, а это Канеман виноват. И вообще это Нобелевская премия. Итак, вся эта сложная система может ломаться и ломается. Ломается память. В норме краткосрочная память вмещает 7 плюс-минус 2 единицы. Это слова, образы и так далее. В голове образы обрабатываются, из них выделяется нужное, ненужное и так далее. Это именуют семантическим кодированием. Переход в долговременную память или консолидация следа памяти до 24 часов занимает. В долговременной памяти может быть уйма всякого хлама, сколь угодно много и хранится сколь угодно долго. Она бывает эпизодическая память и семантическая память. Чаще всего мы с вами столкнемся с нарушениями перехода из кратковременной в долговременную или, собственно, с нарушениями кратковременной. Долговременная память почти всегда сдается последней. Однако, к деменциям. Мы постоянно с ними сталкиваемся. Некоторые из нас с ними живут, и им отлично и хорошо жить. Тем не менее, цель ролика — дать самое общее представление о структуре явления деменции. Посему
Деменция– это синдром, характеризующийся нарушениями когнитивных функций, включая память, речь, ориентировку, абстрактное мышление. Праксис, гнозис. Эти нарушения должны быть не изолированы и выражены настолько сильно, чтобы мешать нам в повседневной жизни и или в профессиональной нашей деятельности. Диагноз деменции возможно только если все эти нарушения сохраняются более 6 месяцев. То есть, если вы вчера тупили, это еще не деменция. Для СМП 90% деменции– это энцефалопатия неуточненная. Мы, естественно, больших тестов не проводим. В практической деятельности можно использовать критерий диагноза ДСМ. Нарушение памяти, первое. Второе. Нарушение хотя бы праксиса, гнозиса, речи, способности к абстрагированию, регуляции произвольной деятельности. 3. Затруднения на работе или в быту значимые. 4. Органика. И 5. Сохранность сознания. Обязательно сохранность. В отличие от нормальных возрастных изменений, изменения при деменции не корректируются помощью при заучивании, например. Также есть простые тесты. Самый простой тест с часами. Попросите человека нарисовать циферблат и какое-то любое время на нем. Вот картинка с системой оценок. Очень крутой тест, четырехгорный тест или Four Mountain тест. Классика – это несколько возвратов в ходе разговора. Просить что-нибудь повторить из ранее сказанного. Очень неплохо зашифрованный текст. Вот он. Есть также стандартные диагностические листы для Альцгеймера. Применимы, в принципе, при любой деменции. Также это он же называется ММСЕ. Что еще интересно? Деменции делятся на корковые и лобно-подкорковые. Классикой корковой деменции будет болезнь Альцгеймера. Фронтотемпоральная деменция. Важны здесь первичные нарушения памяти, речи, личностные расстройства. Бывает расторможенность, стереотипии. Значительных двигательных нарушений нет. Больной крайне активен и часто творит лютую дичь. Лобно-подкорковые деменции связаны преимущественно с поражением подкорковых структур и проводящих путей. Выделяют несколько путей, связывающих области префронтальной коры с отдельными структурами полосатого тела, корпус стриатум, зрительного бугра. Главным проявлением этих нарушений, они будут отличаться, является замедление познавательных процессов, тупить, снижение и неустойчивость внимания, нарушение памяти по типу забывчивости, но с сохранением возможности вспомнить, опираясь на какие-то ключевые точки, узелки на память. Нарушается речь, часто нарушается речь, нарушается ходьба, нарушается праксис, нарушается контроль тазовых органов, возникают депрессия и апатия. Здесь огромное количество заболеваний. Деменция с тельцами Леви, паркинсонизм, хорея Гентингтона. Да, собственно говоря, почти все сосудистые деменции. Алкоголики, посттравматики и так далее и тому подобное. Есть более 100 видов всяких деменций. Чаще всего мы имеем дело с Альцгеймером, Леви, сосудистой, смешанной, алкогольной, лекарственной интоксикации. Также могут быть дефицит витаминов В1, В12, никотинки, гипотиреоз, нейроинфекции, ЧМТ, опухоль и так далее. Также надо понимать, что для интеллекта самым важным медиатором часто является ацетилхолин. Почему это, собственно говоря, важно? Ну, во-первых, я бы посматривал иногда в сторону глиотилина, хотя понимаю, сейчас полетят тапки, окей. Во-вторых, у пациентов изначально высокорисковых по деменции надо прямо с огромной осторожностью применять атропин. Я лично видел психозы, несколько штук причем, из которых человек по сути уже не возвращался совсем другой человек. Посему интубируем с умом. Зачем я все это рассказал? Вы знаете, я хотел донести одну мысль. Деменция – это огромный пласт болезней, целая область медицины, а не просто кто-то тупит. Человек есть страдающий, болен. Как бы не было нам с ним тяжело в общении, да? Это такая же болезнь, как, например, ОКС. А пациент, у него симптомы. Это не его природная вредность, он неплохой, просто это болезнь. Говоря проще, надо иметь дело с тем, что понимаешь. Теперь вы чуть-чуть больше знаете про деменцию, может быть. А можно ли предотвратить? Ну, в целом, частично да, не всегда, конечно.
Традиционно больше нового. Новые навыки очень здорово влияют на ваш прогноз по деменции. Понятно, что СМП — это довольно ограниченная специальность, новых навыков много, но освойте что-нибудь еще. Причем прежде всего это что-нибудь двигательное, спортивное. Когда мы занимаемся активной, именно физической деятельностью, то мозг задействует гораздо больше нейронов, чем при умственной деятельности, как это ни странно. Поэтому разумная физкультура, какой-то подвижный спорт — это очень простой способ немножко продлить жизнь своему мозгу. Даже лучше, чем кроссворды. Следим за сосудами, за холестерином, за сахаром. Разрегулированные диабетики — это прям всегда деменция практически. Следим за весом. Каждый лишний килограмм — это плюс дорога к сиделке. Универсального средства, увы, нет. Но активность и разумная диета — это уже очень хорошо. Хуже точно не будет. И в конце еще раз вернусь к той главной мысли, которую я, в общем-то, хотел донести. Господа, это болезнь. То есть все, что я выше сказал, это про заболевание. Поэтому к пациентам, которые нам неприятны, мы относимся как к пациентам, как к заболевшим и продираемся через их анамнез, который зачастую невозможно собрать, какие-то суждения, которые нам кажутся нелепыми и так далее. Ну, как-то гуманно. Гуманно, спокойно и проявляем какой-то профессионализм, назовем это так. А с вами был Алексей на ProSMP. У нас была деменция, а поэтому мы приехали.